So the smallest one we do is the P6, which is the vertical cabinet, and we also have the horizontal cabinet. And this will reproduce up to 116 decibels when installed in a baffle wall. And I will talk to you in some technical detail later about baffle wall. Это наша самая маленькая колонка P6, она бывает в горизонтальном и в вертикальном исполнении и выдает 116 in the baffle wall. 116 дБ при установке в фальш-стену, о самой фальш-стене поговорим в следующей презентации. The next model up is then the centerpiece of our lineup is the P8. Далее центральная часть нашей линейки P8. And as you can see, it's twice as loud with 122 decibels of output. Как вы видите, она в 2 раза громче, у нее на выходе 122 дБ. Then the next step is to combine the P6 with a 10-inch woofer, and this makes it a full range system for small medium rooms. Следующий шаг – это комбинация с низкочастотным динамиком. Благодаря этому вы получаете систему, которая перекрывает весь диапазон для средних помещений. And the addition of the bass unit also makes it twice as loud as a P6 by itself. Кроме того, добавление низкочастотной части увеличивает громкость вдвое до 122 дБ. And of course, we then repeat the same thing with the P8. We give it a 15-inch bass cabinet. Повторяем то же самое для P8, даем ей 15-дюймовый басовый динамик. And now we're talking about seriously loud SPL, 126 decibels, so we can do THX in rooms up to 8 meters long. И теперь мы говорим уже о серьезных громкостях, теперь уже 126 дБ. Таким образом, мы можем выдавать качественный звук сертифицированный THX в помещениях до 8 метров. Yay, the new king. Вот наш новый король. This is our new product, the P860, which was specifically designed for Russia. Вот наш новый продукт P860, который был специально разработан для России. We call this the billionaire's tower of power. Мы называем ее мощной башней для миллиардеров. This is 6 foot tall. Высота 6 футов, человеческий рост, то есть. And it will reproduce in excess of 132 decibels when used in a baffle wall. При установке в фальш-стену выдает более 132 дБ. So this can be used in rooms up to 24 meters long. Таким образом, ее можно использовать в помещениях, которые имеют до 24 метров в длину. So if you have a big project where there is a big budget, this is the loudspeaker you can use for hi-fi quality audio in very large rooms. Таким образом, если у вас есть какой-то проект, довольно дорогой проект, где требуется большая громкость, то вы можете использовать эту колонку для получения аудио качества hi-fi в больших помещениях. I'll come and we'll talk about this specific product a little bit more in my next PowerPoint presentation, which is a little one about this P860. Об этом конкретном продукте поговорим в специальной отдельной презентации. Мы ему посвятим целую презентацию. Okay, subwoofers. The P10 is the one sitting on the table here for small rooms. It is available with amplifier or without amplifier. All our subwoofers are available without amplifier, and then you use the rack mount amplifier that we have here, the VA2800. Теперь переходим к сабвуферам. Это P10, который вот сейчас вы видите у вас на столе. Сабвуферы наши бывают как активные, так и пассивные. Можно использовать вместе с ними, если у них нет встроенного усилителя. Вот наш собственный усилитель, который устанавливаете в стойку. На столе показан. So if you want it without the amplifier, you call it FP, okay? FP means fill plate, and then there is no amplifier, and you use the rack mount amplifier over there. Те усилители, у которых нету, те сабвуферы, у которых нету усилителя, имеют индекс FP. То есть, если вы видите индекс FP, это означает, что нужно в стойку ставить усилитель. The next model up is the double 15-inch for medium-sized rooms. Следующая модель – это двойной P15, 15-дюймовые динамики для помещений среднего размера. Also available as the FP. Также есть в пассивном исполнении. And the big boy is the double 18-inch for people who really like a lot of bass. This is probably the best subwoofer on the market.
А это вот наш большой парень P18, который предназначен для людей, которые действительно любят громкие басы. Я бы сказал, возможно, это лучший сабвуфер на рынке. And then we have a small product, which is a single 10-inch, which is of course the same cabinet that we use for the P610. And you can use this for bass balancing, where you want to have multiple subwoofers around the room, and they need to be small. We then have a subwoofer that can be built into the walls and into false baffles. Это наш сабвуфер, который имеет небольшой размер, у него корпус примерно такой же, как у P6, и он не такой толстый, но он предназначен для выравнивания басов в помещении, там, где нужно выровнять басовую картину, например, вы его можете встроить где-нибудь в стену. So this is not your main subwoofer, this is an additional subwoofer to smooth out room notes when you have a bass notes in smaller rooms. Таким образом, это не основной сабвуфер, это сабвуфер, который предназначен только для выравнивания басовой картины, если у вас есть так называемые басовые узлы в помещении. The amplifier. This is the one amplifier that makes all our products better. Теперь переходим к усилителю. Вот усилитель, который значительно улучшает все наши продукты. This amplifier is a very powerful 2800 watt amplifier that can be used for all our products. Это очень мощный усилитель, который выдает 2800 Вт, и который может использоваться в комбинации со всеми нашими продуктами. We've been using it for a couple of months now. We love it. It is absolutely fantastic. When possible, use this amplifier. Your customers will love it. It gives immense power, and it's a brilliant amplifier to use. Мы сами его используем уже пару месяцев, и мы очень-очень довольны тем, как он работает. Если у вас будет возможность, обязательно его используйте, он понравится и вам, и вашим клиентам. Очень мощная вещь. It comes in two versions. One is just the amplifier, and then there is the one that has the DSP built in, the DSP for all the EQ presets for our products. Есть две версии этого усилителя. Одна версия — это просто усилитель, другая версия включает в себя цифровой процессор. В цифровом процессоре есть предустановки различных эквалайзеров для всех наших колонок. So on the back is a button, and you just push the preset button, and you tell the amplifier what it's doing, subwoofer or P610, and you just tell it what it's supposed to do, and then automatically it loads the correct program in the DSP. В усилителе второго типа, у которого есть этот эквалайзер, сзади есть просто специальная кнопка, и вы можете, нажимая на эту кнопку, обучать усилитель тому, с какими колонками он работает. Работает он там с P6, с P860 или с чем-то еще. Okay, I spoke about this, the waveguide, and the fact that we use compression drivers and not dome tweeters. Вот еще раз волновод. Я говорил о том, что мы используем волновод и компрессионные головки, и не используем высокочастотные динамики купольного типа. Which gives us very good dynamics, both microdynamics and macrodynamics. Что хорошо сказывается на динамике, как на микродинамике, так и на макродинамике. You've seen this one, the quality of our crossovers. Это вы видели вживую качество наших кроссоверов. And I spoke to you about the benefit of using sealed box for your loudspeakers. А это графики, которые я демонстрировал ранее, которые доказывают эффективность использования корпусов закрытого типа. So, combining all these products in projects goes as follows. In a small room, you would only use the P6, either the horizontal one or the vertical one. This is your left, center, right, and your surrounds. And you use a small subwoofer such as the P10 or maybe a P15. Теперь посмотрим, как они комбинируются. В малых помещениях вы используете в основном P6. P6 для левого, центрального и правого канала, также для сараундов. И используете малый сабвуфер для басов. In a medium-sized room, you can then upgrade to left, center, right being a P8 or full range P610. The surrounds is still the P6. And the subwoofer is P15 probably, maybe multiple P10s, whatever works for your particular project. В средних помещениях уже можно сделать апгрейд и использовать для левых, центральных и правых каналов P8. Для сараундов можно продолжать использовать P6, а также можно использовать и комбинацию вседиапазонную, где комбинируются высокие частоты и низкие и средние. Large rooms, P815 of course, P8 surrounds and P18 subwoofers.
If needed, you can have additional balancing subwoofers. Большие помещения для центральных правого и левого канала используются P815, конечно. Для сараунда используются уже большие P8, используются сабвуферы. Ну и для выравнивания картины басов можно использовать малый сабвуфер. Very important is that this is a THX approved system. So if you are asked to do a THX certified project, which is a very nice thing to do for your clients, we can help you with that. We have the product to do that, and we can help you in the communication with THX. Важный момент. Система одобрена организацией THX и соответствует стандартам THX. Поэтому если ваш клиент хочет получить кинозал сертифицированный THX, то у нас есть для этого продукт, а кроме всего прочего, мы поможем вам в общении с THX. Now, for the very large rooms, and now we're talking rooms, say, from 10 to 24 meters long, we now have the P860, and I'll talk to you about that next. Теперь переходим к большим помещениям. Для больших помещений, что такое большие помещения? Это помещения от 10 до 24 метров в длину. Для них у нас есть наш специальный большой динамик, большая колонка P860. And we've done many projects around the world, and in fact we want to do much more projects here in Russia with you, and we want your pictures. We want your projects to be up on these screens here. По всему миру уже реализовано множество проектов, но и, конечно, мы хотим, чтобы было много проектов и здесь, в России, и мы ждем фотографии от вас, фотографии, которые мы сможем разместить на этом слайде. This was the first THX certified home theater in the world. На этом слайде показан первый домашний кинотеатр, сертифицированный THX, который был создан в мире, первый в мире. And this was in New Jersey, next to New York. Он был сделан в штате Нью-Джерси, рядом с Нью-Йорком. This was the winner of the Best Home Theater in 2012 by Electronic House organization in the US. Это кинотеатр, который получил в 2012 году приз от Electronic House Hall. This is a famous project that we did very early on. It was actually our first customer, Mr. David Crozier, who was the head of audio for Harry Potter and Mission Impossible movies. Это один из самых известных наших проектов и одновременно самый первый наш проект для частного клиента, мистер Дэвид Кройзер, который работал над звуком в фильмах «Гарри Поттер» и «Миссия невыполнима». This is a beautiful project in London. Это прекрасный проект в Лондоне. China. Китай. Same project in China. Тот же самый проект в Китае. And hopefully your projects next year on this slide as well. Надеюсь, в следующем году на этом слайде мы увидим и ваши проекты. Now I need to ask Alexander to change the presentation for me. Теперь я попрошу Александра поменять для меня презентацию, пожалуйста. Not sure. Не уверен, что я смогу справиться сам с этим. The P860 one, please. Тот, который про P860. Okay, new product. The P860. Итак, новый продукт P860. This was designed in the last 2 years by the direct request from our distributors here in Russia, MMS, but also by our distributors in China, where we see many projects with very large rooms. Продукт разрабатывался последние 2 года по прямому заказу от наших дистрибьюторов здесь, в России, по заказу фирмы ММС. Также у нас был аналогичный заказ из Китая. Дело в том, что и в обеих странах мы видим, что большой популярностью пользуются большие проекты. Before this one, the P815 was our flagship loudspeaker, but they told us that the P815 was not big enough, not powerful enough, surprisingly, and most importantly, not expensive enough. До P860 нашим флагманским продуктом был P815, но удивительно, он оказался недостаточно большим и недостаточно мощным, так нам говорили. Что еще удивительно, он оказался недостаточно дорогим.